А здесь как раз и проходила выставка в прошлом году. Видимо, сейчас за счет двух павильонов они немножечко увеличили проходы между экспозициями. Стало попросторнее, но людей все равно очень много. Душно. Какой стильный байк. Как будто бы родом из шоссейно-кольцевых гонок 90-х годов. Но при этом двигатель современный. Вилка-перевертыш. Хорошие тормоза, алюминиевая диагональная рама. В общем, только стиль роднит его со старыми гонками. Ямашка. 10% скидки. МТ-125. Электротранспорт. Неплохой самокат. Скутер. Трехколесное нечто. Вот это уже полноценный электроскутер. Скутер электричный. Максимальный пробег 80 километров на одной зарядке. Заряжается 4-5 часов. А мощность 4 киловатта. 4 с копейками. 80 километров в час максималка. А знаете, неплохо. Вполне себе неплохо. На работу ездить идеально. Багги, мечта фермера с откидным кузовом. Можно какие-то грузы возить, можно в лес по дрова поехать. А здесь расположились Royal Enfield. В прошлом году очень мне понравилась моделька 650-ка, кажется, вот она. Супер Метеор 650, двухцилиндровый двигатель, инжектор, красиво. Стильно. Оп, отвалилось. 38 тысяч злотых. Недешево, недешево. 350-очка в классическом стиле с хромированным крылом. Хром на баке. Чем-то перекликается с Явой старушкой. Кстати, может быть, мы и Яву здесь найдем. Ее сейчас тоже в Индии выпускают. Классик 350, 25 тысяч злотых. Стенд MV, Moto Augusta. Прикольная штука, если не ошибаюсь. Она совмещает в себе и мультимедийную систему, и спидометр, и видеорегистратор спереди и сзади. Судя по всему, на базе андроида работает. Девушка активно рассказывает, что это такое и с чем это едят. Ну а мы двигаемся дальше. Какой необычный мотоцикл. Какая классика. MG. Когда-то ведь на таком ездили. И это считалось очень круто. Не просто техника, а игрушка для богатых. А здесь я нашел целый павильон мотоклассики. Мотоциклы из США. Харлей. Во, кстати, мой вариант. Если бы я покупал Харлей, то покупал бы что-нибудь такое 90-х годов. Без лишних понтов и наворотов. Чистую классику. Ну, либо вот тоже мечта Moto Guzzi. Не оппозит, но недалеко от него ушел. Поперечный V-образник. Спортстер. С какой заботой
натирают этот мотик. Да, это что-то из старых японцев. Honda CB 750. Вы только оцените формы отливки двигателя. Здесь уже погружаемся в историю. BMW R35, BMW R75 Sahara, NSU и неожиданно BMW Dakar. Еще на карбюраторах литровый BMW-шный двигатель. Ух ты, а это что такое необычное? Такой формы клапанных крышек я еще не видел у BMW. R100 CS. Для детворы, увлекающейся мототехникой, выделили целую площадку, где можно покататься на электромотоциклах. Прикольно. И здесь же напротив целая размерная линейка этих самых мотоциклов, начиная от самых маленьких, все больше, все старше, от электромоторчиков к бензиновым двигателям. Для тех, кто хочет с самого детства воспитать настоящего мотогонщика. Ну и, как видите, дети тянутся. Еще немного атрибутики. Как вы думаете, сколько стоит клетчатая рубашка с защитой? Она мото-рубашка. Здесь есть налокотники, наколенники. Цены только не вижу. Хо-хо-хо-хо-хо! Вы хотели Яву? Их есть у меня. Кажется, я нашел, где все эти Явы прятались. Вот оно, братцы, вот оно. Вишневка. Один цилиндр. Посмотрим чуть позже, какого объема. Красиво так обыграны боковинки. Цепной привод заднего колеса. Крыло ходит вместе с колесом. Низенько так опущено. Дисковые тормоза спереди. Дисковые тормоза сзади. Немного информации. 334 куба. Вполне в духе Явы. Только это уже не двухтактник, а четырехтактный мотор. А вот прям вишневая вишневка. Ну, согласитесь, навевает воспоминания. Да, определенно эти Явы для меня сделали выставку. Ради этого стоило приехать, чтобы увидеть вживую фактически мотоцикл из детства. У моего друга была похожая 6-вольтовка. Только сейчас это уже 650 четырехтактный мотор. А вот и 350-ка. Практически один в один. А вот, кстати, Ява 350 с классическим двухтактным мотором.
Немного изменили форму отливки. Видите, установили стартер. Но очень-очень все похоже. Даже глушители такие же. И колеса, и ступицы, и крышки. Неужели все это сейчас делают в Индии? А вот вам Ява из будущего в стиле футуризм. 400-кубовый двигатель. Вся панель представляет собой жидкокристаллический экран. Сварная трубчатая рама. Клетка в стиле Дукати. Водяное охлаждение. Инжектор. Ясно, что дисковые тормоза спереди и сзади. Такое крыло с консольным креплением. Немного кривоватое. Вилка-перевертыш, лепестковые тормозные диски 2. Ну вот визуально почему-то кажется она маленькой, очень низкой и на маленьких колесах. Может быть, обманчиво кажется, но даже в сравнении со старыми Явами она реально ниже. Уголок оказания первой медицинской помощи. Учатся качать. Неспешно прогуливаясь и поглядывая по сторонам, наткнулся на целый выводок мотоциклов, которых я не знаю. Не то, что это незнакомая модель, это незнакомый прям бренд. Чинчила. Шиншила, наверное, читается. Шиншила Бенда. Кто хоть что-нибудь об этом слышал? Бенда. V-образный двигатель. Непонятно сколько кубов. То ли 500, то ли 600. Китаец? Да, может быть. А вот на этот только гляньте. Он похож на те V-роуды, которые мы видели. 700 кубов. Широкое заднее колесо, но вот как-то он выглядит странно. Тормоз как-то слабоват. Вот на этих сочетаниях китайцы всегда и попадаются. Все такое большое, все такое мощное, но оп, тормоза маленькие. Не знаю, что вам об этом сказать. Выглядят они, конечно, интересно, но незнакомые мотоциклы я предпочитаю не покупать. Кстати, ветровичок классный. Вот его бы я на свою Хонду забрал. Прям и форма отличная. Жаль, что их здесь отдельно не продают. 300 кубов. Платформы для ног. Американский флаг на крышке сцепления. Ренегат. Да-да, и огромный планшет вместо приборной панели. И даже какие-то динамики есть. Возможно, встроена музыка. Ох-охо, что этот китайский мотопром с нами делает? Целый стенд товаров в стиле Алиэкспресс. Фонарики, зажигалочки, мачете. Ой, легкое какое, как из алюминия. О, ножи-бабочки. У вас были в детстве ножи-бабочки? Кстати, это не настоящий нож, а имитация. Настоящие, судя по всему, запрещены законом. Как-то это было так, да? Не помню уже.
нашлось на этой выставке место и для кемперов, для автодомов на базе Мерседеса, если не ошибаюсь. Да, это классные современные Мерсы. Гляньте, в этом даже есть небольшая мастерская с компрессором, мойкой, душ, я так понимаю. И что интересно, возле этих Мерсов людей даже больше, чем возле мотоциклов. Просто невозможно подойти, чтобы заглянуть внутрь. Вау! Здесь можно возить мотоцикл. Фантастика. Еще один ряд мотоциклов незнакомых брендов. QJ Motor. Слышали что-нибудь о таком? Я нет. А они есть. Ну, какие-никакие, а есть. SRK 125. SRK, да, звучит. Или SRK 700. Здесь у нас Юнак RX-1 125-очка. Знаете, кажется, я уже заблудился. Я не знаю, откуда я зашел и где сейчас нахожусь. А нахожусь я, оказывается, в центре экспозиции Триумф. Триумф Тайгер. Что-то классическое, вроде Бонневилля. И где-то наверняка должен быть Rocket 3. Пойдемте его найдем. Вот он, вот он. Вот она, ракета. Ну и вот смотрите, какая штука. Смотрим сейчас на современный Триумф Rocket 3. Темные матовые цвета. Все такое массивное, все такое брутальное. Да, на самом деле вещь, на самом деле машина, и цена на него на минуточку 120 тысяч злотых. Ого! Отматываем немного назад и смотрим на такой же брутальный, такой же массивный LFC 700 неизвестного производителя. Казалось бы, в чем отличие? Этот, кстати, дешевле будет, раз в 5 дешевле. А разница, братцы, в деталях, которые на первый взгляд не всегда видны. Немного электроавтомобильчиков от Billy Bike. Можем заглянуть внутрь. Ну, двери как автомобильные. Сиденье чуть узковато. Приборная панель. Есть ветродуйки. Даже что-то похожее на магнитолу сбоку. И вы очень удивитесь, узнав, что это не одноместная машина. Здесь сзади есть диванчик, куда вполне можно посадить двоих детей. Уж не знаю, насколько это безопасно. Очень маленькое что-то. Зато можно забыть о пробках. На таком автомобильчике вполне можно втиснуться в междурядье. О, богатая комплектация. Динамики, планшетка, руль как на мотоцикле, старт с кнопки. Сколько простора для ног, никаких педалей, все на руле. И опять же посадочные места сзади. И, кстати, даже больше, чем на предыдущем. Здесь есть место для ног. Можно взять пассажиров с ногами и работать в такси. О, кто-то уже сел. Еще одна марка, возрожденная то ли китайцами, то ли индусами.
итальянский мотоцикл Benelli. В свое время мотоцикл очень известный. Прям в цвет, пасуя. Ну а сейчас вот выпускают что-то такое с современным дизайном и китайской начинкой. Электромотоциклы Zero. В прошлом году они выставили несколько интересных моделей, но этого тогда не было. Не было Tour Enduro. Вот уж действительно необычно. Хочешь электроспортбайк для прострелов по трассам? Хочешь небольшую эндурку для покатушек по лесу? Ну или большой тур эндуро, вроде как для путешествий, хотя запас хода под большим вопросом. Надо изучить техническую документацию. А тут, знаете, весьма неплохо. Пробег в городском режиме 288 километров, по автостраде 172. На полноценное мотопутешествие не тянет, но вокруг города прокатиться можно. Максимальная скорость 180, 17,3 киловатт-часа. Стоимость зарядки, имеется в виду полной батареи, 15 злотых. Экономно, экономно. Большая площадка, иконы стиля мотоцикла Harley Davidson. Это современные модели, именно в заводском исполнении. Pan America, Tour Enduro для путешествий от Харлея. И обратите внимание, как часто мы видим именно девушек, примеряющихся к мотоциклам. В Польше очень много женщин-водительниц авто. И я так подозреваю, скоро будет и много мотоциклисток. Забрел я на площадку Kawasaki. Здесь тоже все, чего душа пожелает. Хотите заряженный стрит, пожалуйста. Хотите классику, да на здоровье. Причем прям классика-классика. Даже цвет тот же, что у старых Kawasaki. Электрика. Не вопрос, есть электрика. Классическая классика тоже есть. Даже с воздушным охлаждением. А вот и Tour Enduro. Мотоцикл для путешествий. Kawasaki Verso. Такой широкий руль. Кнопок, как на пульте управления космическим кораблем. Бачок с тормозной жидкостью. Такой симпатичный. И даже гусеничный вездеход от Kawasaki. И квадроцикл, и гидроцикл. Все есть. А вот очередь выстроилась на прикольный аттракцион. Это автомобильчик, который закреплен на оси и вращается, давая вам почувствовать себя, ну не знаю, в ДТП с вылетом на обочину и множественными переворотами через крышу. Уже заняли места в салоне очередные пассажиры. Сейчас посмотрим, как это выглядит со стороны. Безудержное веселье. Пойдемте дальше. Ну вот, только недавно сказал про девушек за рулем.
и забрел в уголок Speed Ladies. Я так понимаю, это команда мотогонщиц. Небольшой конференц-зал, где проходит интервью мотопутешественника. Видим на экране снимки из поездки. Судя по всему, это было зимой. И отправился он куда-то на север, возможно, на Нордкап. Еще одна площадка очень красивых Харлеев. А уже пришло насыщение. Уже смотришь и такой, ну, Харлеи, ну, красивые, да, блестят, да, хром, да, здорово. Но уже восторги прошли, поскольку, видимо, накатывает усталость. Целый день мы здесь по этой выставке гуляем. Honda Monkey. Классная забавка. Когда-то довелось мне на такой покататься. Но она была... Спасибо. Она была пониже как-то и поменьше. На самом деле очень интересная техника. Она выглядит как мини-мокик, а едет как полноценный мотоцикл. Очень даже бодро и весело. Вот что едет бодро и весело. Дукати. На сликах. Мотоциклы для шоссейно-кольцевых гонок. Турин. Небо затягивают тучи, и, кажется, к вечеру пойдет дождь. Мы снова собрались той же компанией, какой сюда и приехали, и решили потихонечку выдвигаться в обратный путь. Все, что могли, уже посмотрели, находились, нагулялись. Сейчас еще перекусим и на автостраду. На этом предлагаю нашу прогулку закончить. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока.